Всем огромный привет! Зацвели у меня несколько новых фиалочек. Растут они у меня на подоконнике, вот стоят. Но полностью еще все цветоносы не распустились, поэтому более подробный обзор уже сделаю в следующих видео, когда уже полностью они зацветут, распустятся все цветоносы. А сегодня поговорим о здоровье фиалки. Самый лучший показатель состояния фиалки по внешним признакам – это листва. Если кто только начал выращивать фиалочки, вы можете научиться оценивать, что с фиалочкой что-то не так, как раз изначально по внешним признакам. Если с фиалкой начинаются какие-то проблемы, вы это заметите. Каким образом? Ну, к примеру, проблемы с корневой, а зависит это, конечно же, от корневой, в целом здоровья фиалки, в каком она состоянии. Это надо будет доставать ее из горшка, смотреть, в чем причина, в каком состоянии корневая. А так фиалка будет сигнализировать вам всем своим внешним состоянием, что с ней начинаются какие-то проблемы. И вот первая проблема, если начинается с корневой, начинает увядать листва. То есть фиалка дает о себе знать потерей тургора листвы, то есть увяданием. Либо корни загнивают от перелива, либо наоборот фиалка страдает от пересушки. То есть вы забываете ее поливать, часто пересушиваете, и в итоге корневая уже полноценно не работает. И листва выглядит как тряпочки. То есть корни высохли и отмерли. И листва теряет влагу и, естественно, начинает тоже увядать. Особенно такое часто происходит летом. Стоит жара, фиалка стрессует, поэтому нужно вытаскивать фиалку из горшка, осматривать ее и постепенно отпаивать, если корневая еще более-менее в нормальном состоянии. Или же попытаться можно спасти фиалку именно переукоренением. Это нужно срезать макушку, зачищать стволик и попытаться нарастить корневую, поставить ее в воду, розеточку эту, и попытаться спасти фиалочку таким вот образом, именно наращиванием новой корневой. Далее, если, например, листва вытягивается вверх, сворачивается лодочкой, то проблема, скорее всего, в освещении. То есть таким образом фиалка также показывает всем своим внешним видом, что ей чего-то не хватает, а именно вот освещения. Далее следующий момент – это пожелтение листвы. Ну, здесь причин может быть несколько. Это и неправильная подкормка, то есть вы ее либо слишком перекармливаете, слишком часто вносите удобрения, что также негативно сказывается на фиалочке, либо наоборот, очень мало ее подкармливаете, и фиалочке просто не хватает этих микроэлементов всех. Поэтому сюда можно отнести неправильную подкормку. Далее это сухой воздух, это излишняя кислотность почвы, то есть неправильно подобран субстрат. Все вот эти моменты негативно сказываются на листве. Поэтому в зависимости от причин, из-за которых фиалка увядает, которую я перечислила, мы можем ей помочь. Каким образом? Ну, это в первую очередь отрегулировать частоту полива. То есть поливать фиалочку по необходимости, постараться ее не заливать, не пересушивать. Вы можете вот просто приподнять горшочек, если фиалки у вас на верхнем поливе. Если горшок тяжелый, значит фиалочка еще не нуждается в поливе. Если горшок легкий, значит субстрат уже просох и фиалочку пора полить. Либо просто вот пальчиком на ощупь вы можете попробовать грунт, вот в каком он состоянии, и тоже сделать вывод, нужно поливать фиалочку или нет. Далее, чем еще можно помочь? Это заменить субстрат, то есть пересадить фиалочку в новый грунт. Оградить ее от прямых солнечных лучей. Ни в коем случае фиалка не должна попадать под прямое солнце, иначе на листве будут ожоги,
появятся некрасивые пятна, и, конечно же, фиалочка начнет увядать. Поэтому обязательно прикрывайте фиалочки либо жалюзями, либо какой-то пленкой отражающей, чтобы солнышко не попадало на них. Далее это нужно наладить подкормку, как я уже сказала. То есть либо компенсировать дефицит этих важных элементов, либо наоборот сократить количество подкормок. Ну и еще что касается именно, ну скажем так, здоровья или даже красоты, да, по внешним признакам красоты листвы, то листва может загрязняться, то есть это обычная пыль, конечно же, оседает на листве, особенно летом, когда открытые окошки, все это скапливается на ворсинках листвы, оседает, и выглядит это не очень красиво все, поэтому мы фиалку можем просто помыть. Как это сделать без вреда для фиалки? У меня есть такое видео, ссылочку оставлю в описании. Также слабые фиалки мы можем подкормить таким полезным препаратом. Тоже в последних видео я показывала, что это за подкормка, и показывала результат для деток. Если детки вот сидят на одном месте или плохо развиваются, то можно такой подкормкой насытить фиалочки. Тоже оставлю ссылочку, кому интересно, под этим видео. Ну и финал моего видео, что я могу посоветовать, особенно для тех, кто только начал выращивать фиалки. Это, конечно же, научиться оценивать фиалки в начале. То ли вы листик укореняете или деток рассаживаете, вот именно в прозрачной емкости вы научитесь оценивать фиалки. Для начала вы будете видеть корневую через прозрачный стаканчик, наблюдать, оценивать, как увлажнен грунт, как корни оплетают земляной ком, какого они цвета и так далее. То есть это облегчит вам уход, и вы будете понимать, в каком фиалочка состоянии на данный момент. Но у меня вот эти фиалочки взрослые, они растут сейчас в таких вот горшочках, в кофейных одноразовых чашках. Ну, к примеру, вот для черенков и для деток, ну, на примере сансевьерии я вам покажу. Вот, смотрите. Просто она стоит под рукой, поэтому вот показываю. Смотрите. Через стаканчик видно всю корневую. Вот в каком она состоянии. Белые здоровые корешки. Значит, растение здорово, растение полноценно развивается, ему все нравится. Это касается не только фиалок, любых комнатных растений. Если вы там черенки укореняете, росточки отсаживаете, то вот в прозрачном стаканчике вначале вы научитесь оценивать, в каком состоянии корневая. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. И до новых встреч. Всем пока!